Итак, ты уже не один раз натыкался в Инстаграме на стильные фотки людей, снимающих на пленку, и решил, что хочешь так же. А возможно, ты любишь перебирать старые фотографии и испытываешь приятную ностальгию. И сегодня я помогу тебе разобраться в аналоговой фотографии. Давай сделаем это. Сначала надо достать камеру и пленку. Начнем с камеры. Есть два основных способа. Обзвонить своих родственников старшего поколения и спросить, не завалялся ли у них старый пленочный фотоаппарат. Иногда может повезти, и вы найдете хорошую рабочую камеру. Второй способ более надежный. Заходим на Авито, пишем «пленочный фотоаппарат» и выбираем. Пленочные камеры бывают разных форматов и типов. Такие, такие, такие и даже такие. Но все же стандартным и самым доступным форматом для фото является 35 мм формат, который снимает на одноименную 35 мм пленку. Именно на нем мы и сфокусируемся. Камера различается устройством работы и фокусировки. Зеркальные, дальномерные, шкальные, полукадровые, автоматические. Ты не ошибешься, если возьмешь любую из них. Вот несколько камер, которые я рекомендую. Бери фотоаппарат сразу с объективом. Главное удостовериться у продавца, что камера и объектив в рабочем состоянии. Выбираем понравившуюся камеру, заказываем. Теперь займемся выбором пленки. 35 мм катушки пленки отличаются количеством кадров 24 или 36, светочувствительностью, чем она выше, тем в более темной обстановке можно снимать, цветностью, цветная или черно-белая, ценой, средняя цена ЧБ катушки 300 рублей, а цветной 800, и труднодоступностью. В мире можно пересчитать по пальцам оставшихся производителей пленки, поэтому многие катушки почти невозможно достать в России, Украине и других странах бывшего СССР. Вот пару проверенных временем фотопленок, которые реально достали. Также можно снимать на 35 мм кинопленку Kodak Vision, которую умельцы расфасовывают из кинобобин в фотокатушки. Если у вас есть возможность достать такую, то я крайне ее рекомендую. При правильном использовании на такую пленку получаются самые киношные кадры. Заказываем и ждем наш фотоаппарат и катушку. Ах да, пока мы ждем, я рекомендую не тратить время зря и вдохновиться работами крутых фотографов. Изучить классику, либо зайти в Instagram или Pinterest и поискать по хэштегам. Ну вот и дождались, ваш боевой фотодруг в ваших руках. Теперь пора снять пару крутых кадров. Итак, все, что нужно для съемки у нас. Заряжаем пленку, вставляем катушку этой попкой вниз, главное попасть в зубчики и вот это отверстие. Все, идем на фотоохоту. Помни, что пленка не прощает ошибок. Цифру можно всегда быстро проверить и переснять. С пленкой так не получится. Поэтому следи за своей выдержкой и диафрагмой и правильно выставляй экспозицию и композицию. Ну что же, катушка отснята и пора разрядить наш фотик. Чтобы разрядить камеру, нужно вжать кнопку обратно перемотки, а затем с помощью этого рычажка, согласно стрелке, перемотать пленку обратно в катушку. Мотай до щелчка или пока не почувствуешь, что сопротивление исчезло. После этого спокойно открываем заднюю крышку и вынимаем отснятую катушку. Теперь давайте проявим эту малышку. Пленку можно проявлять двумя способами – самостоятельно или сдать в фотолабораторию. Цветную я рекомендую сдавать, так как ее проявляют быстро и недорого, а черно-белую проще проявить самому, чем мы сейчас и займемся. Но для этого нам понадобятся небольшие знания химии и несколько приспособлений. Проявитель, закрепитель, бутылки для растворов, фотобачок, темный фоторукав, чистая или дистиллированная вода, термометр, перчатки, мерная посуда, открывашка, зажимы для фотопленки и таймер. Сначала нужно заправить пленку в бачок и сделать это в полной темноте или в фоторукаве. Это самый сложный процесс проявки, и я рекомендую потренироваться в этом при свете и с уже проявленными негативами.
Затем делаем рабочие растворы проявителя и закрепителя по инструкции. Температура проявителя должна быть 20 градусов. Чтобы добиться этого, я проверяю ее термометром, и если температура выше, то ставлю проявитель в холодильник. Если ниже, то лью на него горячую воду. Заливаем наш рабочий раствор проявителя в бачок и включаем таймер. Чтобы пленка равномерно проявлялась, каждые 45 секунд переворачиваем бачок в течение 15 секунд, затем ставим на стол и постукиваем дном. Так делаем ровно столько минут, сколько написано в инструкции проявителя и в вашей пленке. Затем сливаем проявитель, промываем бачок водой и заливаем закрепитель. Теперь ничего переворачивать не надо, просто оставляем бачок с закрепителем на 10-12 минут. Сливаем закрепитель, промываем пленку под проточной водой минут 10, достаем нашу пленку и вешаем сушиться. Я использую для этого сушилку для белья. Теперь ждем, когда пленка высушится. Обычно я проявляю вечером и оставляю ее сушиться на ночь. А сейчас как раз 11 вечера. Поэтому всем спокойной ночи и до завтра. Ура! С утра наша пленка полностью высохла и готова к сканированию. Снимаем ее с зажимов и режем на кусочки по 6 кадров. Чтобы отсканировать пленку, нам понадобится сканер. Главное, что вам нужно от сканера, это способность сканировать на разрешении 3200 dpi и глубине цвета 48 бит. В моем случае это старый потрепанный Epson, который я взял на Авито за 5000 рублей. Чистим пленку от пыли. Не помню, как называется эта штука правильно, но я называю ее клизмой с воздухом. В идеале стоит одеть перчатки, чтобы не оставлять жирных отпечатков пальцев, но мне лень. Загружаем пленку в сканер. Некоторые пользуются специальными зажимами для сканирования пленки, но мне лень. Это багетное стекло, чтобы при сканировании не оставлять круглых разводов, но я использую его просто для выравнивания пленки, потому что все правильно, мне лень. Чтобы пленка не сворачивалась, скотчем приклеиваем ее кончики к поверхности сканера. Теперь включаем сканер и залезаем в компьютер. Нам понадобится софт для вашего сканера и софт для конвертации негативов. Я использую стандартный драйвер для Epson. Выставляем настройки сканирования, жмем кнопку и ждем. Для конвертации негативов я рекомендую софт для Lightroom под названием Negative Lab Pro. Он профессионально конвертирует негативы в пару кликов, сохраняя максимально натуральные цвета пленки. Вуаля! Наши сканы пленочных снимков готовы к выкладке в Instagram. Но что, если мы хотим потрогать наши фотографии вживую? Самостоятельная печать фотографий обойдется в копеечку, принтер минимум за 11 тысяч рублей, плюс недешевые краски. Но в фотолаборатории цена печати одной фотографии в среднем стоит 10 рублей. Поэтому я рекомендую фотолабораторию. Выбираем лучшие кадры и отправляем в фотолабораторию. Пока их печатают, выбираем и заказываем красивый фотоальбом, забираем наши фотографии и вклеиваем в альбом. А если вы хотите сделать все максимально красиво, то можете сделать настоящую фотокнигу с вашими лучшими работами. Заказываем и наслаждаемся проделанной работой. Как вы уже поняли, съемка на пленку – увлекательный, но довольно времязатратный и дорогостоящий процесс. Пленка, химикаты для проявки, сканеры, софт для конвертации негативов, печать – все это стоит денег. И если вы сканируете и проявляете фотографии в лаборатории, то в среднем цена одного пленочного кадра выходит 45 рублей, без учета стоимости фотоаппарата. То есть 36 пленочных кадров обойдутся вам в 1620 рублей. Конечно, если вы проявляете и сканируете сами, то вы сильно сэкономите. Но честно, проявка и сканирование – не самые веселые процессы, которые лично я всегда стараюсь упростить по максимуму. С пленочным видео все еще сложнее.
2,5 минуты видео, снятого на пленку, в лучшем случае обойдется в 14 тысяч рублей, без учета стоимости камеры. А в процессе обучения вы потратите не 1000 рублей и профукаете не одну катушку пленки, прежде чем у вас начнут получаться качественные и хорошие кадры. Поэтому, несмотря на мою искреннюю любовь к пленке и рекомендацию попробовать снимать на нее каждому, кто хочет прокачаться в видеосъемке и фотографии, я понимаю, что с каждым годом снимать на нее будет все сложнее и сложнее, и шанс, что в итоге оставшиеся пленочные фабрики закроются насовсем, довольно высок. Поэтому больше года я искал способы, как с помощью цифровых инструментов можно максимально правдоподобно сымитировать текстуру и особенности пленочной картинки. И кое-что у меня получилось. По моим экспериментам, большинство людей не замечает разницы между пленочными и цифровыми кадрами, которые я сымитировал под пленку. Что касается видео, то, на мой взгляд, один из лучших вариантов для профессиональной эмуляции пленочного видео — это плагин Dehancer для DaVinci Resolve. В нем можно почти в точности воссоздать любую кинопленку, и главной фишкой плагина является очень натуральное пленочное зерно. Этот плагин подойдет для профессионалов и самого взыскательного пользователя. Его цена $399. Есть и фото-версия для Lightroom за $199. Но по промокоду Чернобаев вы сможете получить скидку 10%. Для профессиональной эмуляции VHS-съемки я не нашел ничего лучше VHS-пак от Zui World для After Effects за $49. В нем можно воссоздать любые артефакты и особенности VHS-эстетики. Кстати, очень рекомендую канал автора пака Влада Зуи, на нем есть много крутых видеоуроков по фишкам монтажа. Могу ли я порекомендовать что-то еще? Да. Несколько месяцев я просидел в Lightroom, Photoshop, DaVinci Resolve и других монтажных программах и редакторах, пытаясь воссоздать с помощью цифровых инструментов сканы своих пленочных кадров и кадры из моих любимых фильмов, снятых на пленку. И вот что у меня вышло. Поэтому встречайте магазин пленочных пресетов от Чернобаева Николая. За 3290 рублей, примерно $45, вы получите полный набор моей пленочной эмуляции, который включает в себя Lightroom пресеты и пленочные луты под мою любимую кино- и фотопленку, а также Power Grade для DaVinci Resolve для эмуляции 8, 16 и 35 мм кинопленки и небольшой бонус в виде простой, но реалистичной VHS эмуляции. Фото и видео пресеты можно купить по отдельности, и тогда их цена будет сравнима с ценой одной фотокатушки. В общем, если вы хотите отблагодарить меня и поддержать мой канал, то на данный момент это лучший способ. Поэтому, что бы вы ни выбрали для эмуляции ретро-эстетики, Dehancer, VHS-пак или мой магазин пресетов, вы в любом случае не разочаруетесь. Так чего же вы ждете? Действуйте. Надеюсь, я вдохновил вас снимать как на пленку, так и на цифру. Главное, не останавливайтесь и продолжайте оттачивать свой стиль. Спасибо за внимание и да, поддержите это видео лайком, а также комментарием и скиньте другу, которому оно может быть интересно. Спасибо и всего доброго. Пока.